Всем привет! Сегодня пусть под вечер, пусть тучи и скорее всего будет ливень, но мне удалось выбраться на ПВДшку. Погода, как говорится, не помеха, когда хочется в лес. А сегодня я вам хочу показать один из своих любимых рюкзаков. Это Rush 24 от компании 5.11. Моделька еще первая генерация, она очень старая, сейчас уже вышла 2.0. Этому рюкзаку лет 6 или 7. Покупал я его очень давно. Изначально я брал его как EDC, потом понял, что объем избыточен для меня. Ну, плюс к нему внимание пристальное возникает. Там, если в метро, например, заходите, рюкзак все-таки довольно-таки объемный. И часто просили просветить его в приборе, поэтому мне это начало напрягать. Я решил взять модельку поменьше. На EDC я в итоге взял Rush 12, это его младший брат. Отличный рюкзак. На него, если интересно, я сделал отдельный обзор. А этот рюкзак теперь функцию выполняет поездки выходного дня, ПВДшки какие-то. То есть, когда мне нужно большое количество вещей перевести, сутки, двое-трое, без проблем этого хватает. Цифра 24 означает, что его рассчитывали при проектировании на тактические задачи на 24 часа, то есть на сутки. Объем у него где-то 34 литра. Сегодня я хочу показать, что у меня внутри, что беру с собой в лес, на ПВДшку, например. Сам рюкзак, плюсы, минусы, как устроен, все отделения покажу. Поэтому сейчас переставляем камеру, крупным планом вам все покажу. Не переключайтесь. Так, ну погнали, а то сейчас тучи набегут, и я не успею ничего поставить. По-быстренькому. Так, здесь у меня лежат от комаров спиральки. Сейчас, кстати, с вашего позволения, я быстренько одну зажгу. Далее, такая фляга, гибкая с водой, Decathlon. Фляга, если честно, барахло, вот пока нес, она в очередной раз открылась, и у меня спальник немножко промок. Сейчас буду сушить. Потому что у нее вот эта крышка, ее если вот чуть-чуть поддеть, она, видите, уже не герметична. Поэтому фляжка барахло. Купил я ее только потому, что к ней прилагался вот такой, ну, отдельно точнее, но по скидке, когда Decathlon закрывался, взял такой фильтр мембранный. Очень дешево вышел. Фильтрует 99,9 там тысячных каких-то бактерий. То есть фильтр хороший, мембранный, фляжка барахло. Но буду использовать ее, в общем-то, как именно для фильтрации. То есть воду носить я в ней не буду больше. Дальше теплые вещи, вечером пододеться. Все вытащу, все покажу, а потом уже конкретно сам портфель. Спальник на плюс 12. Сегодня будет как раз ночью плюс 13, поэтому спальник в самый раз. Вот такой наборчик. Так, комары, ну-ка отстали быстро. Вот такой наборчик посуды, обзор на него у меня есть на канале, ссылочку оставлю. Очень компактный титановый котелок, горелочка Берез 3000. Дальше. Вы сегодня видели, что тучи такие не слабенькие, поэтому, скорее всего, будет ливень. Дождевик. Это тоже из Decathlon. Такой компактный, разворачивается и убирается сам в себя. Дальше идет коврик. Я его уже показывал в одном обзоре. Nebula от Splav. Он рассчитан на минус, по-моему, там 10 или 15 градусов. Он с прямолофтом, с утеплителем внутри. Это надувной коврик с утеплителем внутри. Классная штука, вылезает в спальник идеально. Мешок сетчатый, просто для каких-то грязных вещей, либо можно убрать теплые вещи. Тент 3 на 4,5 с колышками, с оттяжками. Вот такой гамак от компании Forclaz, Decathlon, антимоскитный, на теплый период времени. Сегодня комаров просто немерено. Вообще я в последнее время почему-то очень люблю ходить именно с гамаками, потому что под них под палатку все время нужно искать место. А вот сейчас в лесу, где я нахожусь, место под палатку очень найти сложно. Здесь везде кочки, везде какие-то пеньки, везде какой-то валежник. А гамак я растяну сейчас прямо здесь. Кило 200. Так, здесь все. Далее здесь у меня баф. Именно баф с антимоскитной пропиткой. Ну, фляжка мне баф намочила. Флягу такую не берите. Кечуа, накидка на рюкзак, потому что дождик сегодня будет 100 пудов. На всякий случай тоже Forclaz, вот такая гермосумка. В нее, в общем-то, влезают все вещи и потом убираются в рюкзак. Я взял ее на всякий случай, потому что сегодня очень большая вероятность ливня. Так, в основном отделении у меня все. Чуть позже я вам покажу отдельно каждый кармашек. Так, что дальше? В маленьких отделениях. Тут у меня еда. Ну, там все консервы, каши, лапша. Ну, не буду показывать, потому что у каждого свое. Я беру, что мне нравится. Вот такое полотенчико.
из микрофибры от Сплав. Сплав, где вообще спонсорство? Показываю вас, показываю. Дальше вот такая вот точилочка. Victorinox, классная штука. Поправить нож в полевых условиях — милое дело. Я, по-моему, ее уже показывал. Далее огниво, пакет, ну под мусор как минимум, либо что-то убрать. Газовый баллон, мало ли что. На всякий случай с собой теплоид, потому что несколько недель назад я ночевал уже в этом гамаке, смотрел при этом прогноз погоды, дождя вообще не обещали, обещали просто идеально чистое небо. Специально не стал вешать тент, потому что хотел насладиться ночным небом, панорамой. Вот. Ну и с утра встать и посмотреть сразу на лес. Не как в палатке вылезать нужно. Мне вот нравится в гамаке, что можно просто открыть глаза и наблюдать природу. И что вы думаете? Где-то в 3 часа ночи, как ливануло, то есть был резкий, сильный, минут на 3 дождик, ну я промок насквозь. То есть спальник вообще просто в хлам был мокрый. Эта штука выручила хоть немножко согреться. То есть я из гамака выливал, короче, 2 недели назад, просто прям перевернул, из него вода текла. Поэтому мне пришлось спать без спальника. Тент уже бессмысленно был натягивать, потому что промокло все. Вот, теплоид хоть один выручил. Веревка 10 метров, 10-15. Victorinox Handyman. Обзор на него тоже есть на канале. Очень классный нож. На природе мне не нужны пассатижи, но здесь есть пила, ножницы, напильник. В общем-то все, чтобы отремонтировать какое-то снаряжение, либо что-то там отпилить, подрезать. Ножик очень классный. Обзор есть на моем канале, ссылочку оставлю. Дальше. Гидропак. Флягу это я уже показывал. Тут фляжка на 2 литра. То есть в эту набираю, фильтрую в эту. Здесь будет чистая вода. Гидропак очень крутые фляги. Салфетки, туалетная бумага влажная, гигиена, это очень важно. Еще один теплоид. Так, здесь все. Фонарик Nightcore. Почти на все, на него в том числе обзоры уже были. Поищите в плейлисте обзоры снаряжения на моем канале. Турбозажигалка. Тут у меня зажигалки, разжига, диски, как их делать, я тоже показывал, видео отдельно есть. Еще одна зажигалка запасная на всякий случай. Здесь в этом карманчике фонарь Skillhunt H04 в таком кейсе и запасная батареечка. Так, здесь все. Следующий карман Powerbank на 10 тысяч мАч за EMI, кабель зарядки. Здесь в быстром доступе всякие пластыри, спиртовые салфеточки. Доставать не буду, россыпью лежат. А здесь уже маленькая аптечка. Обзор на нее тоже был у меня на канале. Так, здесь тоже все. И у этого рюкзака, в отличие от его копий, потому что изначально я вообще, на самом деле, знаете, как я его купил? Я поехал в магазин покупать копию этого рюкзака. Мне сначала показалось, он очень дорогим. И я ехал купить копию от Пентагона. Вот. А приехал в магазин, взял его в руки и понял, что ну это вообще не то. Во-первых, у него нет вот этих боковых карманов, которые здесь есть. Отличные карманы боковые. Здесь у меня Мора. Обзор у меня тоже же есть. Здесь вот такой большой карман. И многие даже не знают, что у него в этом кармане есть еще вот такой маленький потайной кармашек. Вот, видите? Еще один карман. Поэтому вот боковые карманы мне очень нужны на рюкзаке, потому что я не люблю, когда висит сбоку подсумки. Вот вы видели, что подсумков у меня на нем нет. Я не люблю, когда что-то болтается лишнее, поэтому я стараюсь все запихать внутрь рюкзака. И еще один карман, тоже с потайным маленьким кармашком. Сверху есть вот такой карман для очков. Он с флисом. Но очки сейчас на мне. Вот. А сзади есть специальный карман под либо гидратор, либо под бронеплиту. Здесь у меня пенка-поджопник. Вот. Спинка специальная жесткая вставка пластиковая. Вот. Если вы занимаетесь какими-то оперативными задачами, пластик вытаскивается и на ее место встает бронеплита. Вот это подвес для гидратора. Гидратор выводится вот здесь вот и вот здесь вот. Потом пускаете по лямке,
с какой стороны вам удобно, и пьете. А теперь я вам давайте покажу поближе все отсеки и отделения в этом рюкзаке. Так, а теперь давайте я вам быстренько покажу сам рюкзак, потому что комаров очень много, меня сейчас съедят. Начнем с большого отделения, с основного, с этой стороны. Вот эти все бегунки, это я сам менял, они были черненькие, и их не видно было, ну, в темное время суток, их просто незаметно было. Поэтому я поставил яркие там, где их не видно. То есть они не демаскируют, когда рюкзак закрыт. Когда нужно, открыли и быстро нашли отделение. Сверху вот такая вот сеточка, с двух сторон открывающаяся, кстати, очень удобно. Снизу еще одна сетка. Самый нижний карман довольно-таки объемный, из нейлона, без сетки. Ну, это логично, чтобы ничего не порвать, потому что сетка все-таки более нежная, нежели нейлон. Здесь у вас может быть что-то острое лежать, и чтобы не порвать, нижний карман специально сделан не из сетки. А в этих видно, что лежит. Очень удобно. Так, с этой стороны все. Внутри здесь еще большой карман на утяжке до самого пола. Такой карман. Вот он отдельный. То есть он не пришит к стенке, как во многих других рюкзаках дешевых. Здесь он отдельный. Вот, видите? Вон с утяжкой с резинкой. То есть можно какие-то, например, грязные вещи положить, чтобы они другое ничего не пачкали. Над ним еще один кармашек, довольно-таки большой, с сеточкой. А это уже вот этот карман для очков, либо какой-то техники, которую царапать не нужно. Он с флисом. Вот он здесь прячется. Так, это что касается основного отделения. Застегну, чтобы портфель хоть какую-то форму принял. Потому что открывается он почти до самого конца. Понятно, что моли здесь полно. Здесь моли сбоку. Здесь вот велкро есть, можете какие-то патчи лепить. Следующий карман передний. Вот такие два глубоких кармана. До самого низа. Можно что-то длинное, там пауэрбанки класть, например, там, либо пачку салфеток большую. Здесь вот такие два кармашка с липучками, с хлястиками. Они, по-моему, магазинные у них. Да, под магазины автоматные, но можно использовать для чего-то своего. Над ним такой маленький кармашек. У меня здесь обычно лежит либо мультитул, либо нож швейцарский. Такой крючочек для ключей. Здесь под ручки, либо точилка, как у меня лежит, либо какие-то маленькие фонарики, маленькие ножи. Раз, два, три таких вот отсека. Следующий отсек такой вот один большой. Далее отсек на молнии. У меня, кстати, здесь лежат вот такие стяжки. Многоразовые стяжки, очень крутая штука, очень легко отремонтировать с помощью них снаряжение. Никогда не знаешь, когда пригодятся стяжечки. Это прям выручает очень часто. В этом кармашке больше ничего нет. Сверху два одинаковых кармана. Открываются они вот так вот. Здесь один карман на флисе. Вот он до сюда идет. Вот еще получается отделение, где можете что-то положить. И вот такой вот кармашек с сеточкой. С этой стороны и с этой стороны. Здесь пластырь лежит. Тоже раз карман с флисом. Вот сюда можно что-то положить. Эти карманы вот сверху и снизу, они сообщаются, кстати, на всякий случай вам говорю. Можно использовать, например, как здесь вот у вас лежит пауэрбанк какой-то, а здесь какой-то, не знаю, фонарик или телефон заряжать можно. То есть провод пропустили в другой карман. При этом у вас по одному, если был бы один объем, не так было бы удобно. У вас бы все туда-сюда болтыхалось, а так можно вещи отделить. Тем более карманы флисовые, можно что-то хрупкое положить. Вот такие кармашки. Сбоку такие большие карманы, куда можно положить бутылку. Сюда вылезает литр, даже литровый термос у меня сюда входил без проблем. И здесь есть потайной кармашек, о котором даже многие владельцы этих рюкзаков не знают, потому что он, ну так, спрятан. Если не знать, что он здесь есть, его действительно не видно. То здесь можно хранить какие-то такие личные вещи, которые вы не хотите, чтобы кто-то оттуда достал, если будут шариться по вашему рюкзаку. С этой стороны точно такой же карман. Такой карман и вот такой кармашек потайной. Понятно, моли-стропы, такие утяжки. Если рюкзак пустой, можно утянуть, он чуть уже будет, да, не будет такого большого объема.
ручка очень мощная. Я в нем носил по 25-30 килограмм за ручку. И с ней ничего не произошло за столько лет, то есть она не оторвалась, ничего там, даже нитки нормально себя ведут. То есть прошито очень круто. Здесь, как я уже показал, отсек под очки, либо там телефон можете положить. Здесь уже карман под гидратор, как я уже показывал. Есть отверстие для слива, если у вас случайно он там прохудился. Если вам нужно для оперативной задачи рюкзак использовать, сюда встает бронеплита. Он под это рассчитан как раз. Вот, слив есть. Здесь, как я уже показывал, тоже два сливных отверстия. Здесь это я уже прицепил, то есть вот такие две петельки, к которым можно сделать стропы и прицепить, например, пенку, палатку, спальник, что вам угодно. Вот, теперь отличие от второй модели. То есть для людей, у которых есть первая, стоит ли обновляться на вторую версию, либо вообще чем она отличается. У второй версии нет вот этих противоскользящих накладок. Я считаю, что это плюс, потому что мне они не нравятся. Они задирают футболку, когда идешь, ну просто на футболку рюкзак одеваешь, не на куртку, а на футболку. Они постоянно задирают ее, оголяя поясницу, и начинают тереть вам по спине. То есть она очень такая, прям, ну, не скользкая, прям такая прорезиненно-липкая. И вещи некоторые даже начинают затираться. То есть у меня некоторые кофты прям такие катышками в этих местах пошли, потому что она прям очень цепкая. Мне наоборот не нравится, что они есть, поэтому во второй версии хорошо, что их убрали. Во второй версии нет сливных отверстий, но мне, например, они наоборот нужны, потому что у меня был случай, когда вода пролилась внутри рюкзака, и у меня чуть не утонул ноутбук. Хорошо, что в RH12 ноутбук немножко повыше висит, а не в самом низу. Если бы было как в дешевых рюкзаках, у меня бы ноутбук утонул. Вот, поэтому я считаю, что сливные отверстия нужны в таких рюкзаках. Также на новой версии гидратор выводится по-другому. Если на старый у вас вывод под гидратор вот здесь, то есть вам нужно пропустить через рюкзак и вытащить вот отсюда, и по одной из лямок у вас будет выходить шланг гидратора, то на новой версии у вас вот отсюда будет выходить шланг гидратора. Еще у версии 2.0 нет вот этой сеточки и вот этого кармана на утяжке. Вместо них сделано отсек для ноутбука. Здесь большой отсек с мягкой вставкой, в который вставляется ноутбук. Но, как по мне, ноутбук здесь не очень удобно располагается, потому что удобнее было бы носить его вот в этом кармане. То есть открыли, достали ноутбук. А вот в этом кармане, чтобы достать ноутбук, вам, если здесь лежат очки, вам нужно сначала вытащить эти очки, потому что если здесь что-то лежит, оно закрывает ноутбук. Не очень удобно. На RH12 как раз у меня здесь ноутбучный отсек, и мне не очень нравится. Я часто ношу ноутбук просто вот в задней вот этой спинке. Вот. И еще одно большое отличие новой 2.0 модели, то что здесь дополнительный карман вшит, потайной, для оружия. Его позиционируют для оружия, но туда можно какие-то органайзеры прицепить, там большая велкро панель в этом кармане внутри. И он так отцепляется на липучке, и туда можно каких-то своих органайзеров напихать. А также продается отдельно сюда вставочка, тоже на велкро панели, вот в этот карман версии 2.0, на молнии, то есть может, чтобы здесь молния была, а не липучка. Но это тоже опционально уже. Вот, друзья, ну на этом все. Я с обзором буду заканчивать, потому что меня уже реально сожрали комары. Я сейчас хочу быстренько натянуть гамак, повесить тент и разжечь небольшой костер, чтобы дымом их немножко отпугнуть. Поэтому всем спасибо, что смотрите. Надеюсь, обзор вам понравился. Пишите, интересно ли вам посмотреть на RH12, потому что на данный момент это мой основной EDC рюкзак и его наполнение. Поэтому обязательно напишите, интересно или нет. Всем, кто досмотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. А я погнал ставить гамак.